The Wolf. Да, эта энергетика, конечно, самая чистая. Вздохнула. И опять. По-моему, Вудсман сам не знает, что произошло с его женой. Такой нерв присутствует. Нас будут смотреть дети, и их не обманешь. Всегда, когда снег, скользко. Продакшены Polonium Inc. Это самые быстрые продакшены. И никогда не знаешь, на самом деле, что получится. I chose the theme because I've enjoyed fairy tales since I was obviously a child. Red Riding Hood has always been an interesting concept to me because of the colors, the color scheme, and how it would look really cool on stage with the dark and the red and the standing out. I've read a lot of different versions of Red Riding Hood over the past few months to try and find the best version of the story. I couldn't find one that, for me, had the all-round kind of story, so I wrote my own instead, keeping the theme and writing my own version. So there's more of a relationship between Red and the woodsman, which I've made very, very clear. There's a very strong love interest. I've also grown the towns scene, so the townspeople have much more of a role because I really wanted people to know where Red comes from, what kind of society she comes from, why it's so strange for her to have a red piece of clothing. Do you understand? Why is that such a hostile thing within the town? The wolf is it's a similar character to the original story, but he's a lot more developed. You see two very different sides of the wolf. You don't know whether you like him, you don't know whether you hate him, you don't know whether he's good, you don't know whether he's bad. The story about love? Every story is about love, right? That's what being human is. It's love. But yeah, there's a definite love story there. Maybe not between the wolf and Red. It's a different kind of love. It's more of a cuteness, affirmation. Как водится, продакшены Polonium Inc. Это самые быстрые продакшены. С одной стороны, это действительно очень большое напряжение для всех, для музыкантов, для оркестра, потому что есть очень жесткие дедлайны, сроки. А с другой стороны, ты пишешь настолько искренне, просто у тебя нет времени все усложнять. Сама сказка «Красная шапочка», она принадлежит разным фольклорам, и итальянскому, и французскому, и так далее. Кроме того, что я собрал некоторые мотивы, характерные традиционно для этих народов. Я использовал мелодии, которые я сочинял, когда мне было 12 лет. И я тогда как раз увлекался средневековьем и ранним ренессансом. Конечно, это не сложные оркестровки этих мелодий, но тот факт, что они очень простые, я надеюсь, поможет придать как раз искренности этой истории. И все же нас будут смотреть дети, и их не обманешь. Если честно, вот сегодня первый день, когда все сходится вместе, мы первый раз слышим полностью музыку, первый раз я вижу сет на его, и никогда не знаешь, на самом деле, что получится. Когда создаешь, даже того человека, который создает, у него одно видение, но все равно, когда подключаются разные артисты, музыканты, художники, танцовщики, все идет по-разному. У нас вот и снег есть, и музыка классная, поэтому и хореография, и история, и смешно будет, и грустно. This is the scene. We were just a little bit cleaning up more, but it's basically the scene that it was a little bit challenging because the people sitting around, so it was more like a minimalistic style, and it was inspired from Gustav Klimt. So if you know the force of the tree, so you can see it now on stage in the story. Еще свет будет, мне кажется, играть сильную роль, и будут и звезды на небе. Я еще тоже их не видел, будет какие-то проекции. Всегда, когда снег скользкий, но этот снег, он почему-то не скользкий, и он играет. То есть, когда танцуешь, он подлетает, и это добавляет такого шарма. Дровосек — сложный образ, у него и грусть внутренняя какая-то, и я какую-то мужественность пытаюсь найти, тяжеление какое-то персонажа, вот эту тяжесть. С «Красной шапочкой» она намного, мне кажется, младше его, и он встречает юную любовь первый раз за много лет. Он потерял... Тут загадка, что произошло с его женой. Люди думают, что он убил. По-моему, Вудсман сам не знает, что произошло с его женой, потому что он, в принципе, встречая волка, он не нападает на него. Мы не знаем, почему это происходит. То есть здесь такая загадка, что кто здесь плохой на самом деле. You can see in the fighting scenes, there's a darker element to it. Even in the music, when the townspeople turn against Red, there's a darker side to it. In terms of Gothic themes, we would, especially with the lighting, when they're going through the forest, we use a lot darker, and
that's what I said about earlier with the red running through the dark forest is a really striking image. As well as red being next to all the other townsfolk, that color pops. Со своей стороны могу добавить, что, например, в музыке готика присутствует практически буквально. Например, есть мотив, достаточно часто повторяется старинной французской народной песни «Giovanni Loup» «Я видел волка». И эта песня, она ренессансная пародия на текст из «Реквиема» Диес Irae «День гнева». В целом, это прямая готика, это такая историческая цитата. Впечатления очень хорошие и на самом деле очень довольны первым спектаклем, потому что первый спектакль всегда он самый волнительный, и такой нерв присутствует, что все что угодно может получиться. Ты первый раз, в принципе, на такую мощь танцуешь, потому что репетиция — это репетиция, но ты никогда так не выкладываешься, как когда зритель. Мы в очень короткие сроки работали, и поэтому много частей разных по отдельности делалось. Музыка, там, хореография, костюмы, идеи. Самое приятное — это дети. Дети. Да, эта энергетика, конечно, самая чистая. Если бы я мог, я бы только для детей танцевал. Но для взрослых мы должны возвращаться в детское состояние, и сказки как раз для этого. Интересно, что везде публика есть. Конечно, вот необычно. Как бы назад смотришь, и тоже нужно в образе быть, а то иногда-то я еще там чуть-чуть отдохну, эмоции, да, вот назад смотрю, вздохнула, и опять. А тут нельзя. Как вы вообще входили в образ Красной Шапочки? У вас же она совсем другая получилась, чем в канонической сказке. Мне как-то очень легко, музыка мне как-то помогла, хореограф мне Рос очень много помог, мне очень много объяснил, как нужно все чувствовать, он сказку просто очень хорошо объяснил мне, и я смогла вот себя вот так представить все. Красная Шапочка на вас похожа? Да, есть чуть-чуть такое, я как бы искренне, вот спокойно, но при этом как-то с характером могу защищать себя или кого-то. Ваш персонаж, если бы вы вольны были выбирать, вы бы кого выбрали между двумя? Я как Красная Шапочка, я сама не знаю. Вот мне обе Волк же тоже хороший, как бы. У него что-то есть такое интересное, что-то вот мистериозное. Это притягивает. А как вообще работалось с командой? Какие впечатления от репетиции? Ой, очень хорошо. Так вот, всегда настроение было, всегда хочется работать. Не так, что как бы пойдешь на работу и вот думаешь, сейчас опять репетиции. Если вот то же самое все время делаешь, и вот сложно, иногда просыпаться, и утром тяжело потом, потому что мотивация, да, поменьше. А тут как-то я вот в 7 утра, хоп, встала, уже вот хотелось работать. What are your first impressions about premiere, about hall? It's always difficult, the first show, watching it as a choreographer, because nothing ever is exactly how you picture it, you know? But they did a really good job. The dancers were beautiful. Obviously, the set is gorgeous. This theatre is absolutely stunning. So yeah, overall it was good. And I'm looking forward to the second show. What the character is closest for you? Sergei always describes me as I have a light side and a dark side. So I guess kind of both of them. Both of the woodsman and the wolf show the darker side of someone's personality and the better side of someone's personality. For a children's show, I think you have to keep some of those themes, those mature themes, in order to give the adults. It's never just a show for children. It's always adults with them, right? And you don't want them to get bored, so you have to find the balance between the two.